Всем большой привет! Я приехала на дачу. Немного покажу вам красоту. Это чернобрывцы Антигуа. Это самые крупные чернобрывцы, которые только могут быть. Очень большие в диаметре шапки. Вот такущие. Огромные. Они бывают в трех цветах. Оранж, yellow и gold. Вот такая красота. Посмотрите, это один куст. Вот такой огромнейший букет. Вот такой ярко-ярко оранжевый, красивый. А вот такой вот желтый, лимонный, можно даже сказать. Тоже вот смотрите. Вот в сравнении с рукой вот такие огромные цветки. Это Антигуа. Это гладиолусы вот такие красивые уже. Ну, а я пришла, конечно. Очередной раз нарвать огурцов. Огурцы в этот раз, чтобы не везти домой. Петушок ливенский ситцевый у меня гуляет, смотрите. Его начали клевать. И я его просто отсадила на вольный выгул. И он прекрасно 3 дня ходил, гулял по двору. У него, естественно, была еда, вода, все есть, не переживайте. Так вот, чтобы не везти мне огурцы сейчас все домой в город, я в такие дни делаю огурцы для рассольника. Что значит огурцы для рассольника? Это огурец самый-самый полезный, бочковой огурец, который без уксуса. Это тот огурец, который именно для здоровья. Без уксуса он очень полезен. Вот. И такие огурцы я делаю прямо здесь, на даче. И сегодня покажу, как я их делаю. Делаю я так, как мой папа делал. Это рецепт проверенный. То есть огурцы я делаю по 2 рецептам. Те, которые хорошо кушают. Это огурцы с кетчупом чили. Других у меня кушать отказываются. Не хотят больше никакие кушать. Только огурцы с кетчупом чили. А вторые огурцы это вот такие бочковые. Это огурец, как я говорю, для рассольников. Зимой очень хочется такой суп, рассольник. Для того, чтобы приготовить этот суп, нужен именно такой огурец, в котором нету уксуса. Ну, приступаю к сбору. Тара готова. Огурцы к сбору тоже готовы. Для приготовления бочковых огурцов я выбираю вот такие вот покрупнее. То есть вот чуть-чуть ошибочно вырвала. Вот такой огурец хорошо с кетчупом чили делать. А вот бочковые для рассольника вот такой вот размер. Это то, что надо. Поэтому сбор у меня такой выборочный.
такие не беру, такие беру. Это для огурцов с кетчупом чили. Это супер огурчики. Ходит везде за мной. Куда я, туда и он. Ливенский петушок. 4 месяца. Мне, наверное, по колено. Очень высокий. Ему там хвостик начали клевать. И я его отсадила. Поставила ему воду, ведерко с зерносмесью. И оставила его во дворе. И вот он ходит на свободном выгуле. Занимается своими делами. Я когда зашла во двор, приехала только. Он меня увидел, обрадовался, прибежал сразу ко мне. И сейчас ходит за мной. Теплица с перцами. И на ранние огурцы я всегда сажу вот с одной стороны у входа, чтобы кушать ранними огурцами. Но они все лето так плодоносят, они просто бесконечно плодоносят. Каждый мой приезд, каждые 3-4 дня, вот я собираю огурцы. Они плетутся, я им натянула вот такую огуречную сетку под верхом теплицы, и они плетутся. Здесь уже они все отплодоносили, здесь просто только стволы. Листья я не обрываю, у меня даже на это нет времени. Направляю ветки на эту огуречную сетку. И все. И вот так вот они свисают. Вот так вот. И просто их приезжаю и рву. Все, больше никакого ухода за огурцами в теплице не нужно. Ну, естественно, кроме полива. Полив нужен обязательно для огурцов. Огурцы замачиваю в холодной воде. И пока они замачиваются, иду нарвать необходимую зелень для этого рецепта. Везде ходит за мной этот петушок. Куда я, туда и он. Листья черной смородины. Очень мне нравится запах черной смородины, особенно в консервации. Но в данном случае это бочковые огурцы. И они будут пахнуть вот этой смородиной. Вот так вот потереть ее. И очень будут пахнуть. Листья смородины. Меня спрашивали, где Маруся? Маруся на месте. Все на месте. Иногда в такую жару Маруся и Марс прячутся в прохладу и никуда не ходят, а лежат где-то в дровах, в кустах целый день. Листьев много нам не нужно таких, потому что у нас их будет в ассортименте. Еще нам нужны листья вишни. У меня еще есть красная смородина. Я ее сразу всю не обрываю, для того, чтобы можно было в любое время подойти и покушать. Она когда вот такая переспевшая, очень вкусная. Листья вишни. С листьями вишни огурцы будут твердые.
видят меня с миской и думают, что я им несу зелень. Но вы же не будете такую зелень. Ну, будешь? Попробуй. Не будете. Я же знаю. Ой, какой клюв зеленый. Все, иду. Мне надо делать огурцы. Не отвлекайте меня. А вы что, семейка? А самое главное, зелень в консервации – это укроп. От укропа очень хорошо пахнут огурчики. Даже если у вас нету листьев вишни, смородины, можно обойтись одним укропом. Можно сделать такие огурцы, положив только укроп. И тоже будет очень вкусно. И еще очень важный элемент – это листья хрена. Это для того, чтобы огурцы не закисали. Все, приступаю. Все у меня уже есть. Зелень я нарвала. Вот так я всегда делаю в миске. Немного воды. Естественно, я это все помыла. И вот так вот немного воды, чтобы споласкивать вот так вот каждый листочек. Все. Чеснок. Обязательно чеснок. Вот такой, не кондицию. Использую все это в заготовке. Нам нужна еще просто обычная соль. Обычная без йода. Столовая ложка. Банки. Ну и огурцы. На дно складываем укроп,
смородину, листья вишни. Вот так вот споласкиваю, укладываю. Укропа побольше я люблю. Кусочек хрена, листочек хрена. Чеснока я кладу вот так на глаз. Вот, приблизительно вот такое количество. Много чеснока в огурцы ложить нельзя, потому что огурцы будут мягкие. Чем больше вы положите чеснока, тем мягче будут огурцы. А огурцы мягкие никто не любит. Они должны быть хрустящие, твердые. Вот тогда это будут хорошие бочковые огурчики. И обязательно разрезаю. Как попало разрезаю, для того, чтобы чеснок отдал свой вкус и запах. Вот так вот. И теперь укладываю огурцы. Огурцы, конечно, укладывает каждый так, как любит. Я укладываю нижний слой стоя, а потом сверху лежа, сколько поместится. Вот так вот. Стоя. Вот так вот первый ряд. Стоя. И полностью заполняю весь ярус. Вот так вот стоя. А потом уже вот так лежа. И сверху та же самая зелень. Ну а теперь самое главное, это сверху положить лист хрена, и тогда огурцы не будут закисать. Теперь в каждую баночку кладем несколько горошин перца. Перца черного обычного. У меня вот такой. И душистый горошком. Душистого горошком я кладу штучки 3 на каждую баночку. Этого будет достаточно. И обычный черный перец. Вот так щипком сколько взялось, столько и кладу. Вот так. Вот так вот. Вот. Сколько взялось горошин, столько и кладу. Соль обязательно должна быть не йодированная. Вот так кладу 1 ложку и 2 ложку. На 3-литровую банку кладу 2 полные ложки. Вот так. Две полные ложки. И теперь заливаю прямо со скважины. Вода со скважины. Вот так вот. Эти огурцы я люблю делать прямо на улице, потому что сразу же соль уже туда просочилась. Закрываем крышкой и немножечко еще размешиваем. Закрываем крышкой.
Сверху у нас листочек хрена везде, чтобы не закисало. Закрываем капроновой крышкой. Немножко вот так вот соль размешиваем вот так. И относим банки сразу в погреб. А вот у меня уже готовые, я вам вынесла их показать. Вот такие вот огурцы. Смотрите. Вот бочковые, пупырчатые, хрустящие, без уксуса. Вот такие вот я обязательно делаю для того, чтобы варить рассольники зимой. Для рассольника огурцы с уксусом не подходят. Должны быть только вот такие бочковые. Вот такие огурчики. Вот такие огурчики получаются. Это я вам показываю уже готовые, которые я сделала в прошлый раз. Вот такие огурцы получаются. Вот. Я вам специально вынесла показать. Эти огурчики я делала в прошлый раз.